Всем привет, народ! Что мы сегодня рассказываем, что мы сегодня показываем и где мы вообще находимся? Мы находимся сегодня в Монголии, и уже 20-й день я путешествую по этой стране на своей машине со своей девушкой. Какая у нас цель? Цель – мы ловим рыбу, рыбалка. Основная цель Монголии, да, это рыбалка. Мы путешествуем, смотрим всякие красивые места, реки, озера, горы, летаем с дрона, снимаем инстаграмные там рилсы, шортсы, тиктоки и наслаждаемся природой и отдыхом в этой прекрасной стране. Что я могу рассказать про Монголию? Монголия – это такая своеобразная страна. Здесь максимально нету никакой инфраструктуры. Здесь мало заправок, здесь мало дорог. Но если дороги есть, они хорошие. То есть, грубо говоря, между городами основными есть асфальт. Это платные дороги. Проезд по этим дорогам стоит 1000 тугриков. Это 22 рубля. 1 рубль – это 45 тугриков. Где мы в Монголии уже были? Мы были на озере Хубсугул. Давайте я вам покажу, где мы живем, как мы живем, на чем мы ездим, что мы едим. Это наша машина. Так выглядит она сзади. У нас 2 ящика, в которых хранится еда, посуда и прочая бакалея. И вещи, которые мы используем в путешествии. Поближе смотрим. Просто вот такой бардачок. Здесь тоже бардак. Ну, как обычно. Путешествие всегда так. Масло, не масло, соль, перцы и так далее. Все вот здесь у нас хранится. Здесь мы спим. Это такой толстенький матрас. Мягенький. Спальник 1, спальник 2. Сейчас я вам покажу душ, в котором мы моемся. Вот такой душик. Ничего сверхъестественного, просто насос водяной, ведерко складное. Водичку греем и моемся. Передай привет подписчикам. Подписчики, привет. Что скажешь? Ничего, не снимайте меня, пожалуйста. Ну что это такое? Что мы сейчас делать будем? Супчик. Мы будем делать супчик. После рыбалки нужно кушать. Что мы делаем? Мы сейчас приготовим нам обед. Температура была +4, +7. Здесь холодно, блин. Реально холодно. Если собираетесь в Монголию, берите теплые вещи. Потому что постоянно холодно. Но холодно из-за влажности. Не было бы влажности, не было бы так холодно. Вот сейчас солнце вышло, сейчас хорошо. Собственно говоря, суп. А тут чай. И сегодня у нас будет рыбалка на одной прекрасной реке, на которую мы приехали вчера. Доехали до речушек. Это одна река, называется Эгей. Впадает она в... Ой, точнее наоборот. Сейчас время обеденное, жара. Попробую половить рыбу здесь, может что-нибудь поймается и покажу.
Да. Я вообще балдею с ним. Ты видишь это? Опа. Серьезная заявочка. О, какой. На, пацак. Леночек. На чё? Не оборви так крючочек. Дашка поймала небольшого ленка. Молодец. А сейчас? Да, блин. Переверни просто. Это будет Переверни в пацак. Ой, ты бешеный, а! Пять минут назад мы рыбу ловили, было солнце, жарко. А сейчас нас ливнем заливает. Такой есть прикол в Монголии. Мы еще, не знаю, у нас дня нормального, что мы там пошли, рыбу половили, все хорошо у нас было. Не было такого, чтобы дождь не пошел. Просто все время идет. только первый день такой был. Один. Да, один день, как мы только приехали, нас погода встретила. Ну как, ветрище было, и тучи ветер был, лютые были, точно. да. Но Ночью машину качала. ночью там машину сильно. качала, но рыба ловилась. И сегодня, блин, ну чё, ну вот. Я чуть-чуть прикрою окошко. Это не дождь, это град. Как говорят, Монголия самая недождливая страна, и у них осадков вообще почти здесь не бывает. Ситуация такая. Мы стояли, собирали палки, я там приманки на таймень собирал. И начал размышлять с Дашкой про то, что таймень, скорее всего, есть в этой локации, скорее всего, ночью. Потому что большое скопление рыбы. Речка выходит, и в вечернее время 100% я думал, что мы поймаем здесь таймень. Ну, я пошел мышей собирать и так далее. Приезжает крузачок, выходит. Ты не рассказываешь про то, что Даша сказала, что не вариант вот так, не зная нет, что мы с тобой поймаем большую рыбу, не знаем, что с ней делать. И надо быть с теми людьми, которые знают, что делать, и ты с ними уже вот по факту выходишь на какую-то яму, где есть таймень, и ты его ловишь. И это круто. Потом, и в этот момент подъезжает машина. потом мы начали рассуждать о том, что в одну харю ловить крупную рыбу очень тяжело. Я там представляю, что десятку тайменя с берега вытащить в одно лицо без саппорта, который уже понимает, что делать, это очень тяжело. Вот. И Дашка такая говорит, вообще за такими рыбалками, мне кажется, надо ездить группами и так далее. В итоге что? Подъезжает прадик, крузак, выходит 4 монгола, один большой монгол, он гид. Они гидуют рыбалку, видимо, точки проверяет там. К сезону набивает руки, смотрит, где рыба ловится, ищет рыбалку. Ну, короче, просто чуваки приехали ловить рыбу. Выходят, начинают разговаривать по-русски, вообще прям хорошо. И я говорю, ну что вы здесь тайменил? Ну, мы, короче, разговорились, и речь зашла о том, что они там были вверху на реке, ловили ленка Хариуса, и сюда они приехали за тайменем.
Сейчас пойдут ДНК вечером половят. Позвали нас с собой, пригласили на точку съездить ДНКовую посмотреть. А ночью они будут здесь дубасить таймени. И он пригласил меня с собой ночью сегодня ловить таймени. Ночью я буду ловить таймени. Вот так вот. Обменялись приманками. Я им подарил слагов огромных, гигантских. Он мне подарил мышь одну. Мы были на реке Хофт. Мы были ниже Хофта, возле границы с Китаем. Это прям самая западная часть Монголии. Южно-западная, точнее. Как попасть вообще в Монголию на машине? Просто берете, проезжаете границу в России, с Россией в Монголию. Есть там две границы для иностранных граждан, которые могут ее пересечь. Не только граждане Российской Федерации. Это граница возле Чуйского тракта в Ташанте и граница Тяхт. Это с Улан-Батора. Когда вы выезжаете, можете заехать туда. Ну, еще, наверное, дальше где-то туда, восточнее, тоже есть. Граница около озера Хубсугул. Только для российских и российских, монгольских граждан. То есть, если вы гражданин Казахстана, вы проехать там не можете. У нас был план выехать за озеро Хубсугул, то есть объехать его по кругу и выехать через эту границу. И мы не смогли выехать, потому что машина казахская, я гражданин Казахстана, нас отправили обратно. Так мы потеряли почти целую неделю, катаясь вокруг озера, и рыбы там особо и не было. Побывали там на Ленковом озере, да, классно, но особо больше ничего здесь такого и не было. Что делаешь? Держу монтаже на рыбалку на таймени. Мы только что с квадрокоптером летали, и я видел 3 крупных рыбы. Такие, 5-10 килограмм. Это 100% были таймени. У нас вообще супер интересная компания. Тебя не будоражит от самого вот этого осознавания, насколько оно близко вообще? Меня, честно сказать, сил уже нет. В смысле? Сидеть я не могу уже. И вообще не торопятся. Там 3 рыбы плавают, по 10 килограмм, они вообще никуда не торопятся и сидят, ждут ужин. Покажи мышку. Такую мышку мне подогнали. Она есть. Она мягкая. Пластика, наверное. Нет, она мягкая какая-то. Это, видимо, пена. Пенка какая-то. Поближе покажи мне. Они сами делают. Вообще. Ну что, могу сказать, уже примерно час полоскания крупных приманок и ни одной рыбы, которая даже себе показала. Просто пока пусто. Ждем. Ждем. Куда идти? На берег. Тут глубоко под берегом. Давай сюда на косу.
На колени. Мало. Красавица. Поцеловать не забудь. Я аж поцеловал. Давай, толкай. О, пошла. Красавица. Молодец. Хорошо, да? Кайф. Кайф. Сейчас курить нужно. Да. Я вот что думаю, вот у тебя стул с собой, да? Мышку, которую этот у тебя взял? Ага. Она. Где? Лупил? Вот так. Вот давай это. О, пошла. О. На том же месте, но уже в другое время. Доброе утро. Ты все, до имени поймал. Здорово. А чё так не жизнерадостно? Страшно. Еще один факт про Монголию. Монголия — это страна баскетбола. Тут все вообще играют в баскетбол, и везде есть баскетбольные кольца в полях возле юрт. Можно везде в баскетбол играть. И вчерашние гости, которых к нам нажаловали, к счастью, один из них, высокий человек, который ловил со мной вчера таймене, я тестировал мне, а я ему. Он звезда монгольского баскетбола. Чувак там играл очень долго в баскетбол, сейчас он тренер в баскетбольной монгольской команде, которая отвозила ребят на месяц в Америку, команду свою, играть в баскетбол, и его сын играет в американской баскетбольной команде. Такая вот история.
20-й день мы уже в Монголии. 20 дней. И в общем мы уже в машине прожили 56 дней. И в целом это очень комфортно, это очень удобно, и я не горю желанием возвращаться обратно, потому что это вообще кайф. Какие проблемы в Монголии я ощутил? В магазинах нету хлеба. То есть, если этот хлеб есть, то он несъедобен. Он либо с плесенью, либо он очень вонючий и вообще жареный на каком-то там говяжьем жире, или там вообще не понимаю, из чего они его делают, жарят, прям пекут. Очень вонючий, невкусный хлеб. Если есть хлеб, то он старый, такой уже уставший, и в целом найти можно. Но вот это проблема. Второе. Бензин. Не везде есть бензин. Когда мы отправлялись вокруг озера Хупсугул, я заправил полный бак, и доехав до конца озера, до конечной точки, у меня было меньше, чем полбака. То есть это примерно 50 литров я потратил на 180 километров по бездорожью. Дорога там ужасная. Одна из самых худших дорог, которую я видел в своей жизни. Нам пришлось ехать обратно, а заправок там нет. Мы очень долго, мучительно искали бензин, но все-таки мы его нашли и вернулись обратно, заправились, и все нормально. То есть проблемы с бензином, да, реально есть. Возите с собой бензин, там хотя бы там 15-20 литров запасных, чтобы у вас было, если вы собираетесь в Монголию на машине. Вот мы позавтракали и собрались, решили ехать на таймене снова. Сегодня вечером мы будем ловить таймень. Точнее, Дашка будет ловить таймень, а я буду ей ассистировать в рыбалке на таймене. С нашей компанией, уже неразлучной, мы направляемся в другое место. Какое? Не знаю. У нас сегодня первый раз сел аккумулятор. Я пока не знаю, дело это в аккумуляторе, хотя машина, генератор показывает очень высокое напряжение. Скорее всего, это дело в какой-то мелочности, на мелочах высадился. Плюс ночью ударил сильный мороз, почти 0 градусов было, и все это село. Приехали мы в супер прекрасное, хорошее место. Ни один иностранец сюда еще не приезжал, говорят. Такая скала. Красота. Сегодня здесь будем ловить таймишат. Нужна ли лицензия на рыбалку в Монголии? Это был самый важный мой вопрос. Вообще, самый важный, потому что ChatGPT и все форумы, что да, нужно покупать лицензию, ехать с лицензией, ловить рыбу с лицензией. По факту лицензию купить нереально. То есть, вам либо нужно приехать в Улан-Батор, сначала прилететь, после чего купить лицензию на определенные участки водоемов. Таймень пермит стоит $500, а smell permit, то есть это маленькие рыбы, любые, кроме тайменя, стоят $200 на 7 дней. Ну что, сегодня мы прощаемся с нашими монгольскими друзьями, которые взяли нас с собой, кормили нас в гостях монгольской настоящей едой,
запекали на костре в фольге рыбу, которая была поймана. Показали, взяли с собой поймать тайменя. Вот. Очень крутая поездка. Мы будто провели с ними гораздо больше, чем 3 дня. Вчера ночью была попытка поймать тайменя мне, но, к сожалению, он так и не вышел, не захотел клевать на монгольскую мышь. Утром вернулся один из монголов, с которым мы здесь, Тора, и сказал, что около большого камня все-таки он видел тайменя, но не понравилась ему приманка. Не на мышь он сегодня хотел клевать. Что нужно для того, чтобы поехать в Монголию на рыбалку? Первое — это вейдерсы. Без вейдерсов сюда вообще суваться не надо. Второе — это полноприводный внедорожник. Нет, не какая-то там Лада Приора или там Приус. Вам нужен полноприводный внедорожник с хорошей резиной обязательно, потому что вся дорога — это камни, это грязь, это леса, это песок, острые камни. Запаску обязательно. То есть одну или лучше две одно или лучше два запасных колеса обязательно, чтобы у вас было с собой. Инструменты. Уметь ремонтировать и крутить болты 100%. Потому что от таких дорог болты начинают откручиваться даже там, где они никогда в жизни не могут открутиться.